Шикарный костюмчик, как раз подойдет для выхода. А куда ты собираешься? Да, сейчас. Чувак, представь, меня позвали в настоящие пещеры. Это моя мечта с самого детства. Я так хотел сильно полазить по пещерам, почувствовать этот драйв, этот Ну, страх. чувак, я не думаю, что это хорошая идея лезть в пещеру. Да ты просто сыкло, вот и все. Нет, я не сыклом, просто не хочу оказаться на месте того парня, который полез в пещеры и оказался в ловушке. Он в щели провел 24 часа вниз головой и в итоге остался там навсегда. Ты меня просто пугаешь, вот. Нет, я тебя нисколько не пугаю. Это действительно реальная история, которая произошла в ноябре 2009 года в США, штате Юта. Джон Эдвард Джонс вошел в пещеру Нати-Пати вместе со своим братом, и в итоге эта пещера оказалась для него могилой. Пещера Нати-Пати считалась простой для изучения. Сюда приезжали начинающие спелеологи, чтобы набраться опыта и провести хорошо время. В тот ноябрьский день группа из дюжины человек разделилась на две группы. Первая группа отправилась в известные и широкие углубления пещеры, а вторая же отправилась в малоизвестные и узкие извилистые участки Нати-Пати. Джон Джонс и его брат Джош оказались во второй группе. Они считали себя опытными спелеологами, поэтому решили рискнуть. Джон захотел пройти по туннелю, у которого было название «Родовые пути». Это узкий лаз шириной в полметра, который вел в большую и скрытую часть пещеры. Но Джон просчитался, выбрав не тот путь. Он оказался зажатым в расщелине. Проход был настолько узок, что мужчина не мог развернуться, а ползти назад не получалось, так как туннель уходил вниз. Все еще веря, что впереди его ждет спасение, Джонс приложил все усилия, чтобы ползти вперед. Ему пришлось сильно втянуть живот, иначе он не мог пошевелиться. Но когда он выдохнул, то напоролся на острый край. Он буквально насадил самого себя на крючок. Поняв, что полностью застрял, Джонс позвал на помощь брата. Брату удалось добраться до ног Джона, которые торчали вверх тормашками с какой-то дыры. Джош попробовал вытащить брата, потянув за ноги, но сделал только хуже. Джонс ушел вниз еще дальше и оказался головой вниз. Через 3 часа прибыли спасатели. Главную опасность представляло то, что парень был зажат вниз головой. Врач предупредил коллег, что у них есть всего лишь 8 часов для спасения парня. Ведь человеческое тело не предназначено для такого положения. Организму постоянно приходится откачивать кровь из легких и головы. На операции спасения работало около 100 человек. Они пытались вытащить Джона, привязав веревку вокруг ног, ведь это было все, что торчало из каменной ловушки. Но парень застрял слишком крепко. Расширить проход тоже не удавалось. Слишком узкое пространство прохода не позволяло протащить никакую технику, кроме зубил и молотков. Затем несколько часов волонтеры строили систему блоков, чтобы все же вытянуть мужчину на свободу. План был отличный. Джонса даже вытащили обратно, где-то на полметра. Но случилась новая трагедия. Система шкивов не выдержала. Веревка ослабла, и Джон рухнул обратно вниз, а его кости от удара и давления сломались. Он испытывал адскую боль, так как его вес собственного тела давил на места переломов и разрывов тканей. При этом Джонс был еще в сознании, и из-за этого у него началась страшная паника, из-за которой он нанес себе множество новых ран. Он цеплялся за жизнь как мог. Но, к сожалению, спустя 25 часов вверх тормашками в зажатом положении Джон стал терять сознание. И, к сожалению, через пару часов врачи констатировали смерть.
Ну что, хочешь еще в пещеры полезть свои? Охренеть. Нет, спасибо. Я лучше книжку почитаю, и то это безопаснее будет.